В начале пешеходной части одной из улиц нашего города находится вот такая композиция. Здесь изображен народный художник, еще СССР, Николай Николаевич Жуков. Вот эта надпись. И вот его высказывание о Ельце. Как видите, очень теплый отзыв. Жуков провел здесь свои детские годы. Оставил о городе самые теплые воспоминания. А вот эта композиция изображает один из моментов его жизни. Конечно, это произошло не в Ельце. Ну вот момент его жизни. Это, как видите, рисунок, набросок. Кого он набрасывает? Это его дочь, Арина. Сейчас, конечно, памятник выглядит не так красиво, как летом, но еще что-то увидеть можно. Итак, вот его дочь, он ее рисует. А почему же я назвала это видео, почему я связала его с Никитой Михалковым? А вот этот мальчик, который заглядывает, что же получается там у художника? Это вот и есть Никита Михалков. Будущий наш известный деятель культуры. Вот это он и есть. Может быть, пока в этом мальчике и трудно узнать того обаятельного героя различных кинофильмов, которого мы знаем, и который недавно отпраздновал свое 75-летие, с чем мы его, конечно, и поздравляем, и желаем ему всего-всего хорошего. Но, тем не менее, дело в том, что отец Никиты Сергеевича, Сергей Михалков, был очень дружен вот с этим художником Николаем Жуковым. И поэтому такая вот сценка почти семейная, конечно, наверняка была. Немного можно сказать о самом Николае Жукове. Кто-то его знает, кто-то его не знает. Повторяюсь, народный художник СССР. А там какой-то, в общем, у него там много титулов. Там и Академия художеств, и еще что-то. Он является почетным гражданином города Ельца. Здесь есть музей его, единственный во всей нашей стране, где есть его личные вещи. Семья художников передала их. Он известен и своими плакатами патриотическими на тему Великой Отечественной войны, и другими рисунками, и детскими рисунками, и итальянскими рисунками, потому что он был в этой стране. Римские развалины рисовал, и котов на этих римских развалинах, который мне, этот рисуночек, очень нравится. Вот. И он был еще автором Октябрятской звездочки. И он был дизайнером пачки сигарет «Казбек»,
вернее, папирос, простите, я оговорилась, я не курильщик, папирос Казбек. И он же был единственным советским представителем, который присутствовал на Нюрнбергском процессе и делал там зарисовки. И эти зарисовки там, по-моему, более 400 он сделал. Вот такой очень известный человек, часть жизни прожил в Ельце. Елец, несомненно, оставил память в его жизни, о чем он и сказал. А что касательно все-таки Никиты Сергеевича, ну вот здесь вот часто люди садятся, фотографируются. Кто-то садится поближе к Арине, кто-то садится поближе к Никите, кто-то даже обнимается с ним, кто-то даже умудряется влезть на коленки к художнику. Вот такой вот пиджак. Или что это, френч, небрежно наброшенный. Памятник замечательный. И с этим памятником есть небольшой казус. Вот смотрите, вот здесь вот, видите, вот здесь вот что-то непонятное, здесь что-то непонятное. И вот здесь вот, что это за дырочка? Дело в том, что эта скульптура уже не полная. Здесь в руке Никита Сергеевич держал свой дневник. И на этом дневнике так и было написано: дневник учащегося ТТТ Никиты Михалкова. И этот дневник был украден. Кому-то, видимо, очень понравилась эта деталь. Может быть, именно из-за имени и фамилии Никиты Михалкова. Но он был украден. Причем украден был 2 раза. Первый раз скульптор, который выполнил вот эту композицию, он восстановил бесплатно вот этот дневник, и он был приделан обратно. Но вот, к сожалению, это было совершено и 2-й раз. Это такая вандальская выходка. И дело в том, что художник-то, этот скульптор, он уже не живет в России, он живет в Голландии. И один-то раз его пригласили исправить вот это вот, и он приехал и исправил. Но вот это было украдено и 2-й раз. Ну и 2-й раз уже, знаете, как-то затруднительно это все. Что же он так и будет туда-сюда ездить из-за несознательных граждан? И плюс еще действует авторское право. То есть, допустим, кто-то, если изготовит похожий дневник и его сюда приделает, это уже будет нарушение авторских прав. Это должен сделать только лично сам скульптор. Поэтому вот такая вот затруднительная ситуация. И поэтому Никита Сергеевич стоит без дневника, просто держит руку. Вот так вот. И здесь, конечно, остался еще след. Ну, вот, что могла, я вам рассказала. Может быть, что-то непонятно, может быть, еще какие-то вопросы возникнут. Буду рада ответить на эти вопросы, если, конечно, смогу. Ну вот смотрим еще раз на этого замечательного художника. Все-таки он замечательный. Мне нравятся его работы. Конечно, далеко не все, но нравятся. Это вид на нашу улицу. Восходящее солнце почти зимнее. Холодно сегодня, -5. Желаем здоровья Никите Сергеевичу.
Посмотрим еще раз на всю композицию. Я с вами прощаюсь. Рада была повидаться с вами. Благодарю вас за возможные комментарии, за возможные лайки или наоборот дизлайки. Прошу вас подписаться на мой канал, мне это будет очень приятно. И я надеюсь, мы с вами еще увидимся и вместе посмотрим что-нибудь интересное. А пока вам всем до свидания. С вами была Марина. Забыла дополнить, памятник был поставлен в 2008 году к столетию со дня рождения художника. Как видите, 1908 год, год его рождения.